Приветствую вас, дорогие зрители. Я профессор-невролог, врач с 30-летним стажем Эдуард Якупов. Сегодня мы с вами поговорим о межреберной невралгии. Вернее, пошире возьмем эту тему боль в грудном отделе. И очень многие из вас считают, что боль в груди, в грудном отделе связана именно с межреберной невралгией. По крайней мере, по запросам в интернете я вижу такую картину. А кто-то говорит, боль в груди – это всегда сердце. А третий считает, что это всегда проблемы с легкими. Начнем все-таки с межреберной невралгии. Что же это такое? Если мы говорим о классическом варианте межреберной невралгии, то это проблема того самого межреберного нерва, и боль в этом случае будет лоцироваться именно вот в этой вот зоне, в определенной зоне межреберного промежутка. Связано это может быть с разными причинами, прежде всего с воспалением этого нерва, скажем, из-за герпеса. Очень часто ошибочно ее называют радикулитом, грудным остеохондрозом. Это не так. Если мы говорим о истинном варианте межреберной невралгии, еще раз повторю, это проблема определенного межреберного нерва, связанная с поражением его из-за какой-то воспалительной ситуации. Но есть еще так называемый фасеточный синдром, который возникает из-за того, что поражается фасеточный сустав в определенной зоне, именно в грудном отделе позвоночника. И очень похожая симптоматика. То есть признаки такие, что у человека появляется боль, идущая от позвоночника вперед по всему длиннику, по всему объему грудной клетки. И в какой-то степени это напоминает тоже межреберную невралгию. Но это можно назвать рефлекторным феноменом, который возникает из-за спазма мышцы или из-за того самого фасеточного синдрома. Таким образом, мы можем разделить межреберная невралгия – это корешковый феномен, и боль в грудном отделе, напоминающая межреберную невралгию, связанная с рефлекторной феноменологией. Но давайте вспомним возражение многих людей, что боль в грудной клетке – это не межреберная невралгия, а заболевание сердца. Как отличить одно от другого? Когда мы обсуждаем так называемую вертеброгенную патологию, скажем, как я уже говорил, фасеточный синдром, и кто-то говорит, ой, у меня инфаркт, у меня, по всей видимости, стенокардия. Так вот, для стенокардии характерна острая боль, но она кратковременная, она снимается соответствующими препаратами. А боль, о которой мы только что говорили, обсуждали с точки зрения вертеброневрологии, то есть поражение позвоночника, то она длительная и носит ноющий характер, если мы говорим о фасеточном синдроме. Если же мы обсуждаем истинную межреберную невралгию, то она тоже будет постоянной, но острой, очень сильной. И это сопряжено, как я уже говорил, зачастую с поражением герпетического генеза, то есть поражение из-за вируса герпеса. Надо сказать, что в этой ситуации, кроме боли, мы видим высыпание в зоне определенного межреберного нерва. Еще очень важный момент, когда мы говорим о вертеброгенной боли в грудном отделе позвоночника, очень сильно напоминающей для кого-то вот эту стенокардическую боль, то мы должны понимать, что она сопряжена с движениями, но не бегом по лестницам, потому что при ЭБС, при стенокардии действительно появляется боль в левой половине грудной клетки, и человек вот так прикладывает руку к своей груди и говорит, ой, у меня жжение, вот здесь больно, сюда отдает. Это совсем другой вариант, если вы вдруг испытываете боль при ротации туловища. Ох! И опять заболело слева. Но это будет боль не из-за патологии сердца, а из-за патологии позвоночника. И разумеется, если мы говорим о патологии сердца, об инфаркте миокарда, о стенокардии, то это многократно опаснее для вашей жизни, для вашего здоровья, чем мы обсуждаем вертеброгенную патологию, когда у вас страдает какой-то фасеточный сустав, или, например, страдает межреберный нерв из-за герпеса. Да, это очень неприятно, да, это болезненно, но это не смертельно. Но ведь кроме сердечной патологии, патологии позвоночника, есть бронхолегочная патология. И здесь вам поможет врач-пульмонолог, который разберется в этой ситуации, а не из-за плеврита ли у вас появилась боль в грудном отделе. А может быть, это опухоль. А может, это заболевание желудка, и это тоже может быть причинами боли в грудной клетке. Простой пример.
Насколько может быть разнообразна, необычна вот эта феноменология боли. Когда-то в начале 20 века профессор Лапинский описал боль в плече и боль в грудном отделе, которая была связана с аднекситом. А другой профессор в 1915 году описал появление очень сильной боли в груди, которая была связана с внематочной беременностью. Почему так? Где гинекология, прошу прощения, а где грудь, где грудной отдел, где плечо? Это связано с так называемым вегетативно-ирритативным синдромом, но об этом мы поговорим в следующих роликах. И для многих из вас станет откровением, что даже сахарный диабет может вызывать боль, очень напоминающую межреберную невралгию. Боль будет идти вот таким вот образом, но связано это именно с сахарным диабетом. Всего 1-2% вот такой торакалгический подтип сахарного диабета, который проявляется подобным образом. Болью в груди. Ну и еще одна большая группа заболеваний или синдромов, которые вызывают это неприятное ощущение. И ко мне часто приходят пациенты, которые говорят: спасите меня, доктор, у меня, наверное, такой атипичный инфаркт миокарда, у меня какая-то серьезная патология сердца, потому что я постоянно испытываю вот эту вот боль в левой половине грудной клетки. И я объясняю, когда мы разбираемся и долго разговариваем с этим пациентом, что у него никаких проблем с сердцем нет, а есть, внимание, неприятные ощущения в левой половине грудной клетки из-за вегетативных расстройств, из-за тревоги, из-за стресса, из-за панических атак. Панические атаки очень часто сопровождаются вот этими неприятными ощущениями, прокалывающими ощущениями в левой половине грудной клетки. Или когда сердце бултыхается, переворачивается, человек хватается вроде бы за него, а сердце-то не болит, нет патологии сердца. Как видите, причин для возникновения боли в грудном отделе позвоночника очень много. И связаны они, как мы поняли, или с проблемой позвоночника, или, собственно, с межреберным нервом. И в каждом случае мы можем найти свой оттенок боли и свою, что называется, диагностическую концепцию, которая поможет привести к правильному диагнозу. Мы переходим к диагностике. Первое, с чего я всегда начинаю обследование этого пациента, который жалуется на боли в груди, с внимательного разговора, расспроса и осмотра. Это дает очень многое. Особенность болевого синдрома, его длительность. Появляется ли он, этот болевой синдром, это боль после физической нагрузки? Какая боль по характеру? Острая, тупая, ноющая. Что происходит, когда я ощупываю эту зону или осматриваю? Если я вижу герпетические высыпания, все, диагноз понятен. Это межреберная невралгия из-за поражения герпеса. Если я ощупываю паравертебральную, то есть вдоль позвоночника ощупываю эти зоны и чувствую локальную болезненность, от чего пациент так вскрикивает или дает болезненность во время ротации, это фасеточный синдром. А если пациент говорит о том, что он поднимается 1-2 пролета лестничных и у него появляется боль острая, то надо ему обратиться к кардиологу. И тут, конечно, нам на помощь приходит вот этот параклинический комплекс, или, как мы говорим, обследование. Что надо сделать? Ну, для того, чтобы исключить сердечную патологию, это необходимо, безусловно, провести электрокардиограмму, сделать эхо-КГ. Возможно, поможет холтерский мониторинг сердечного ритма для того, чтобы исключить самую серьезную проблему. Это инфаркт миокарда, ишемическая болезнь сердца, стенокардитические боли в грудной клетке. Второй блок – это патология легких. Здесь нам поможет флюорография или рентгеновский снимок, или компьютерная томография легких, который сразу даст понять, есть здесь там плеврит, есть ли патология бронхолегочной системы, стоит ли здесь дальше обращаться к пульмонологу. Ну и еще раз скажу. Конечно, уважаемые зрители, не надо заниматься самодиагностикой, самолечением и сам себе поставил диагноз «пойду, не пойду». Все-таки надо обратиться к опытному специалисту, чтобы он разбирался с этой проблемой, а не вы сами. Конечно, нам, неврологам, очень помогает нейровизуализация, а что происходит с позвоночником. МРТ, РКТ, рентгеновский снимок. Причем мы делаем МРТ в специальном режиме, вернее, не мы делаем, конечно, это специалист, который сидит за томографом. МРТ в режиме СТИР, режим жироподавления. Он позволяет нам выявить очень важный феномен – участки воспаления, потому что это тоже очень серьезная причина болей, которые будут напоминать межреберную невралгию.
И, безусловно, анализы крови, мочи, анализы на вирус герпеса, которые дадут ответ. А есть у человека воспаление, воспалительная реакция, есть герпетическое поражение. Все это необходимо и очень важно, когда нам надо поставить правильный диагноз. Ну, а теперь о лечении. Как мы поняли, причин боли в груди очень много. Кардиолог займется лечением ИБС, стенокардии, инфаркта миокарда. Пульмонолог будет решать проблему, как лечить ему пневмонию или плеврит. Невролог занимается позвоночником или межреберной невралгией. Так вот, хочу сразу отметить, что многие из вас, кто занимается самолечением, абсолютно неправы. Простые анальгетики, нестероидные противовоспалительные средства, которые, по мнению многих, всегда помогут при боли, очень часто при истинной межреберной невралгии не помогают вовсе. Почему? Межреберная невралгия, которая поражает нерв из-за герпеса, мы говорим сейчас об истинной межреберной невралгии, к сожалению, вызывает очень тяжелый вид боли, нейропатическую боль. А ее возможно лечить только препаратами, которые относятся к разряду антиконвульсантов. Это не нестероидные противовоспалительные средства. Это совершенно другой класс лекарственных средств, который хорошо помогает при нейропатической боли, возникающей при истинной межреберной невралгии. Ну и очень часто используемый метод. Вот я пошел к остеопату, к костоправу, мануальному терапевту. Здесь есть за и против. Если мы говорим о вертеброгенной патологии, связанной например, с нарушением, как говорят за рубежом, joint play, нарушением суставной игры, то тогда умелые руки, еще раз подчеркну, умелые руки очень хорошо могут помочь. И действительно, когда, вот как говорят некоторые пациенты, ой, меня заклинило, ой, такая боль острая, что это, межреберная невралгия, мы смотрим, делаем несколько умелых движений, и пациент чувствует облегчение. И боль ушла. Что, это чудо? Нет, это наука, называемая мануальной терапией. И она действительно очень хорошо помогает нашим пациентам с определенным видом вертеброгенной патологии. Но никак не, когда воспален позвонок, спондилодисцит у пациента, и мы видим разрушающийся позвоночник из-за какой-то серьезной патологии, здесь мануальная терапия нам не поможет. Но есть еще профилактические мероприятия, особенно когда мы говорили вот про истинную межреберную невралгию. Человек перенес герпес, и у него была очень неприятная ситуация, вот эти высыпания, жуткая боль. Многие люди зрелого возраста узнают себя вот в этом портрете, когда они там мазали зеленкой себе сами, лечились каким-то образом. Это прошло. А чего дальше-то нельзя делать? Избегайте переохлаждений, ведите здоровый образ жизни. Пожалуйста, следите за своей осанкой, выполняйте упражнения, которые помогут сохранить ваш мышечный корсет, сделают ваши мышцы и эластичными, и упругими, и сильными. И тогда ваш позвоночник будет поддерживаться этой мускулатурой и не будет расхлябанности ни в суставах, ни в позвонках. Ну и в конце напишите, пожалуйста, в комментариях, а вы испытывали боль в груди? Вы испытывали когда-нибудь межреберную невралгию и что вы понимаете под этим? Что же вы сами можете сделать, когда у вас проблема с позвоночником? Надо укреплять мышечный корсет, безусловно. Это первое. И тогда суставная икра будет гармоничной. Есть специальный комплекс упражнений и на нашем YouTube-канале, с которым вы можете ознакомиться. Посмотрите, пожалуйста, в описании под этим роликом, что вы сами можете сделать со своим позвоночником, чтобы убрать и боль, и скованность в грудном отделе. Будьте, пожалуйста, здоровы, берегите себя, берегите вашу спину, берегите ваше здоровье.